В 61 году до нашей эры набатейский торговец шел из Аравии по привычному маршруту. Он вошел в ущелье. Ущелье называлось Сик. 3 метра в ширину, 1,5 километра в длину. Стены скалы смыкались над головой на высоте нескольких десятков метров. Когда ущелье раскрылось, он оказался перед городом. Не лагерем, не укрепленным постом. Городом, высеченным прямо в розовом песчанике, с фасадами высотой с 6-этажный дом, с улицами, площадями и храмами. 30 тысяч человек жили здесь, в скале, в пустыне, без единого наружного источника воды. И процветали 600 лет. В этом выпуске 7 городов. Все они построены там, где жить, по любому здравому расчету, невозможно. В отвесной скале, на вершине песчаникового столба, в пустыне без воды, в разломе между гранитными валунами. Но за каждым из них стоит не безумие и не отчаяние. Стоит точная логика людей, которые понимали свою угрозу и отвечали на нее единственно возможным способом. Равнина означала набег. Открытая вода – зависимость от соседей. Доступность – уязвимость. Их города были не ошибкой выбора места. Они были ответом на конкретную угрозу, просчитанным до деталей. Начнем с того самого торговца, из города, который он увидел, выйдя из ущелья. Находка первая. Петра. Город, выживший благодаря невозможности. В 88 году до нашей эры греческий историк Диодор Сицилийский описал набатейскую столицу как место практически неприступное, укрепленную скалу без воды снаружи и без пути для атаки. Он ошибся только в одном – воды там было достаточно, просто она была спрятана. Петра расположена в скальном массиве Шара на территории современной Иордании, в котловине, окруженной со всех сторон обрывами. Единственный природный вход – ущелье Сик, 3 метра в ширину, 1,5 километра в длину, стены нависают на высоту нескольких десятков метров. Сегодня этот маршрут занимает около 20 минут пешком. В древности он был воротами в один из богатейших городов Ближнего Востока. Набатеи появились в этом районе около IV века до нашей эры. Полукочевой торговый народ, контролировавший пути между Аравийским полуостровом, Средиземноморьем и Египтом. Место для столицы они выбрали не случайно. Сик физически невозможно взять штурмом. Слишком узко для армии, слишком легко перекрыть. Когда Антигон Одноглазый, один из диадохов Александра Македонского, послал войска захватить Петру в 312 году до нашей эры, набатеи просто ушли в скалы. Атакующие вошли в пустой город, разграбили то, что нашли, и ушли. Набатеи вернулись. Тысячи солдат не решили задачу, которую решало ущелье шириной 3 метра. Главная проблема – вода. В пустыне Негев и прилегающих районах дожди идут несколько раз в год, и каждый такой дождь превращает Сик в стремительный поток. Набатейские инженеры создали одну из наиболее документально подтвержденных систем водосбора древнего мира. По обеим стенам Сика они прорубили каменные каналы, улавливавшие дождевую воду и направлявшие ее в цистерны внутри скального массива. Берлинский университет в ходе картографирования 1986-92 годов зафиксировал в районе Петры более 200 резервуаров и цистерн, способных единовременно хранить около 40 миллионов литров воды. Этого хватало на долгие сезоны без дождей. Город жил не вопреки пустыне. Он жил за счет редких дождей, собирая каждую каплю. Пик Петры. 1 и 2 века нашей эры. В это время через город проходили торговые пути из Аравии, Индии и Африки в Рим. Пряности, благовония, шелк, металлы – все шло через набатейских посредников. Архитектура того периода отражает это богатство. Фасады, высеченные в скале на высоту от 20 до 40 метров, с коринфскими колоннами, фронтонами и скульптурными нишами. Сооружение, которое туристы сегодня называют казначеем, Эль-Хазне, стоит высотой около 40 метров, при ширине около 28. Долгое время его считали царской гробницей.
Американская экспедиция под руководством доктора Марты Шаап в 2003 году обнаружила под полом перед фасадом сложную дренажную систему и следы масштабных ритуальных трапез. По всей видимости, это был административный или религиозный центр, а не место погребения. Самое важное в Петре – это то, чего мы еще не знаем. Британский археолог Гай Дарнелл из Бристольского университета оценивал в 2016 году, что раскопано не более 15% городской площади. Остальное по-прежнему скрыто под слоями песчаника и осадка. В том же году исследователи Иорданского университета и университета Бригама Янга, используя дроны и спутниковый анализ, обнаружили под поверхностью грунта к югу от главной площади монументальную платформу размером около 56 на 49 метров, по масштабам сопоставимую с основанием Парфенона. Она была неизвестна науке до этого момента. Что под ней находится, пока неизвестно. Есть что-то отрезвляющее в том, что город, существовавший 600 лет и принявший через свои ворота весь торговый мир Ближнего Востока, до сих пор в основном лежит нетронутым. Мы знаем Петру по ее фасадам, потому что смотрит на нас снаружи. Но набатеи были прагматичным народом, инженерами и купцами. Если 15% открытого уже содержит акведуки, банкетные залы, ритуальные цистерны и административные кварталы, что хранят остальные 85%? Этот вопрос открыт. Инструменты для ответа у нас есть. Ответа пока нет. Находка вторая. Меса Верде. Город в скале. Брошенный за одно поколение. В 1888 году два скотовода, Ричард Уэзерилл и Чарльз Мейсон, объезжали плато в юго-западном Колорадо в поисках отбившегося скота. Был декабрь, плато накрывал снег, видимость у края обрыва была плохой. Уэзерилл посмотрел через ущелье и увидел в противоположной скале что-то, что принял за руины. Он оказался прав. На высоте около 100 метров от дна ущелья, в естественной нише скального обрыва, стоял город. Башни, ритуальные камеры, жилые блоки, более 200 комнат, расположенных в несколько ярусов. Он стоял там уже 600 лет, и о нем не знал никто, кроме потомков его строителей. Место называется Клифф Пэлас – Скальный дворец. Его построили около 1190 года предки народа Пуэбло, которых в научной литературе называют анасази, хотя сам народ Пуэбло этот термин не принимает. Высота плато Меса Верде составляет около 2000 метров над уровнем моря. Строить в естественной нише обрыва – это не упрощение задачи, а ее усложнение. Нет ровного основания, нет места для маневра. Каждый камень нужно поднимать по отвесной скале. Клифф Пэлас содержит 216 комнат и 23 кивы, ритуальных подземных помещения круглой формы. Построен без связующего раствора. Камни подобраны и уложены с точностью, которая держит конструкцию 800 лет. Смитсоновский институт провел первое научное исследование объекта в 1891 году. Антрополог Джесси Фьюкс описал архитектурную точность как необычную для североамериканского контекста той эпохи. Стены выложены из местного песчаника и глиняного раствора с добавками, повышавшими его прочность. На верхних ярусах сохранились следы штукатурки с геометрическими узорами. В нишах – посуда, инструменты, личные вещи. Город не был разграблен перед уходом и не был разрушен. Он был просто оставлен, аккуратно, как будто жители рассчитывали вернуться. Около 1300 года, то есть через примерно 110 лет после строительства, все поселения Меса Верде были покинуты. Ни одно строение. Весь комплекс. Уход занял, по данным дендрохронологических исследований Университета Аризоны, 1-2 поколения, от 25-50 лет. Люди ушли на юг, в современные Аризону и Нью-Мексико. Их потомки живут там до сих пор. Официальная версия причины ухода – продолжительная засуха, зафиксированная дендрохронологически в период с 1276 по 1299 год. Но засухи в этом регионе случались и прежде. Почему именно это
оказалась окончательной, не объяснено. Исследователи из Университета Вашингтона в 2015 году предложили версию о межплеменных конфликтах. На нескольких близлежащих стоянках того же периода были обнаружены следы насилия. Есть данные о социальном расслоении. Часть жилищ находилась в труднодоступных местах, что могло означать разделение на группы с разным статусом. Но прямых свидетельств, связывающих эти события с уходом из Клифф Пэлас, не найдено. Ни письменных, ни устных источников не сохранилось. Мы знаем, что ушли. Мы не знаем, почему. Думаешь ли ты, что добровольный уход из города может быть более сложным решением, чем его строительство? Напиши в комментариях. Есть деталь, которую стоит обдумать. Клифф Пэлас расположен в нише именно на южной экспозиции обрыва. Это не случайность. Южная стена нагревалась зимним солнцем и сохраняла тепло в холода, тогда как летом нависающий карниз давал тень и прохладу. Строители встроили пассивную климатическую систему в саму природу обрыва, без единого механизма. Они умели читать скалу так же, как современный инженер читает техническое задание. Что именно заставило их уйти от такого решения, мы не знаем. И это незнание, пожалуй, весит больше всего, что мы знаем. Находка третья. Метеора. Монастыри, построенные там, куда нельзя подняться. Первый монах забрался на один из столбов Метеоры, предположительно в IX веке нашей эры. Сначала в одиночестве, потом к нему присоединились другие. Столбы – выветренные песчаниковые образования в долине реки Пиньос в Фессалии, Центральная Греция. Высота – от 100 до 400 метров. Форма – почти отвесные колонны с плоскими или слегка наклоненными вершинами, площадью в несколько сотен квадратных метров. Добраться до верхней площадки по скале без снаряжения практически невозможно. Именно это и привлекало первых отшельников. Не красота вида, а гарантированная недоступность для всех, кроме тех, кого они сами пустят. К XVI веку на вершинах столбов действовало 24 монастыря. До наших дней сохранились 6. Строительство велось с IX по XVI век. 7 столетий непрерывного возведения монастырских комплексов в местах, куда нельзя доставить ни кирпич, ни известь, ни бревна обычным путем. Монахи намеренно не строили лестниц несколько столетий. Единственный способ подняться – попросить позволения. Тебя поднимали в веревочной сетке или деревянном ковше на длинном канате. Согласно записям монаха Прокопия Стефанского, датированным XVII веком, веревки меняли только тогда, когда они рвались. На вопрос о том, не хотят ли монахи получить новую веревку раньше, ответ был, когда Господу будет угодно ее порвать. Главный архитектурный вопрос – как строили верхние ярусы? Нижние части монастырей, те, что начинались прямо от вершины скалы, возводились методом навешивания. Материалы поднимали веревками снизу или переносили вручную по узким карнизам. Это объясняет строительство первых ярусов. Но несколько комплексов имеют постройки, нависающие над краем скалы, там, где ни карниза, ни площадки нет. Греческий архитектор Александрос Пападополос из Афинского политехнического университета в исследовании 2012 года описал конструкцию верхних ярусов монастыря Варлаам как технически трудно воспроизводимую без предположения о временных внешних строительных лесах, следов которых, однако, обнаружено не было. То есть, как именно строили, неизвестно. Монастырь Варлаам был возведен в 1544 году за 20 дней, согласно собственной монастырской хронике. Исследователи эту цифру оспаривают. Конструкция и объем не соответствуют столь короткому сроку при имеющихся методах подъема материалов. По всей видимости, 20 дней – это срок финальных работ на уже подготовленной площадке, после месяцев или лет предварительного строительства. Монастырь Великий Метеор, самый крупный и старший, начал строиться около 1342 года при монахе Афанасии. Он прожил на вершине десятилетия, питаясь тем, что можно было вырастить в каменном саду, и тем, что поднимали снизу. Его мощи до сих пор хранятся в монастырской крипте. Сегодня к монастырям ведут высеченные в скале ступени.
Их прорубили в 20 веке для туристов. Из 24 монастырей XVI века 6 действующих. Остальные 18 разрушились или были оставлены. В 2 необитаемых монастырях сохранились фрески XV-XVI веков, в частности, работы критского художника Феофана Стрелидзеса, чье творчество считается одним из значимых образцов поствизантийской живописи. Они висят в пустых залах на вершинах столбов, которые никто не посещает годами. Отшельники выбирали метеору не из мистики и не из желания быть ближе к небу в буквальном смысле, хотя метеора по-гречески означает «парящий в воздухе». В XIV-XV веках Фессалию раздирали войны. Сначала византийско-сербские конфликты, потом османское завоевание. Монахи строили там, где армии не ходят. Не потому что армии боялись высоты, а потому что армиям незачем карабкаться на 400-метровые столбы ради горстки людей. Монастырь как военная стратегия. Бог и прагматика стояли рядом на одной вершине. Находка 4. Сигирия. Дворец человека, которого искали убить. В 477 году нашей эры принц Кассапа убил своего отца, царя Тхатусену, и захватил власть в государстве Анурадхапура на острове Цейлон, нынешняя Шри-Ланка. Законный наследник, его сводный брат Магаллан, бежал в Индию собирать войска. Кассапа знал, что возвращение брата – вопрос времени. В этой ситуации он принял решение, которое с военной точки зрения выглядело почти абсурдным – построить дворец на вершине изолированного вулканического образования высотой около 200 метров, стоящего посреди равнины. Никакой стратегической позиции, никаких природных путей снабжения. Скала видна со всех сторон на километры. Зачем? Сигирия, скала-лев на языке Сингала, представляет собой отдельно стоящий столб с прессованной вулканической магмой, выступающей над джунглями примерно на 200 метров. Вершина – ровная площадка около 1,5 гектаров. Кассапа возвел там дворцовый комплекс с садами, бассейнами, фресками и системой водоснабжения. Следы ботанического сада на вершине зафиксированы. Английский ботаник Джозеф Хукер в своих дневниках 1843 года описал остатки оросительных канав и террасных клумб на скальной поверхности. Фрески, частично сохранившиеся в скальном кармане на высоте около 100 метров, так называемая «галерея красавиц», изображают женские фигуры в придворных украшениях. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, кто именно изображен – придворные дамы, богини или апсары. Самая технически показательная часть Сигирии – ее система водоснабжения. Воду подняли на вершину высотой около 200 метров без насосов. Инженеры Анурадхапуры использовали принцип сифона и гидравлического давления. Вода собиралась в резервуары у подножия скалы, затем по закрытым трубопроводам, проложенным через скальные тоннели, двигалась вверх за счет перепада давления. Профессор Ролло Тайни из Университета Пиродении в работе 1986 года описал эту систему как одно из наиболее технически продуманных гидравлических решений раннесредневековой Азии. Часть трубопроводов по сей день функциональна. Во время сезонных дождей вода движется по каналам, которым 1500 лет. Кассапа правил 17 лет. В 495 году его брат Магаллан вернулся с войском. По данным хроники Махавамса, составленной в VI веке, Кассапа спустился со скалы и принял бой на равнине. И проиграл. После его смерти Сигирия была превращена в буддийский монастырь и оставалась таковым несколько столетий. Скалу повторно открыли для науки в 1883 году. Британский офицер Генри Белл первым задокументировал фрески и описал водный сад у подножия. Водный сад – это симметричный ландшафтный парк с бассейнами, фонтанами и мощенными дорожками площадью около 3 гектаров у западного основания скалы. Фонтаны функционировали на том же принципе гидравлического давления, что и система подачи воды на вершину. Когда сезонные дожди наполняют резервуары достаточно, фонтаны Сигирии запускаются и сегодня, спустя 1500 лет. Это не реставрация.
Это оригинальная конструкция, все еще работающая. Кеса построил дворец на вершине не из одной лишь паранойи. Скала Сигирия ассоциировалась с мифической горой Кайлас, резиденцией богов в индуистской традиции. Дворец на вершине делал царя воспринимаемым как богоподобного теми, кто смотрел снизу вверх. Легитимность через сакральную географию – это не иррациональный выбор, это политическая стратегия. Военную логику он проиграл. Скала стоит до сих пор. Находка 5. Банджагарский уступ. Люди над людьми, о которых никто ничего не знает. В 1931 году французские этнологи Марсель Гриоль и Жермен Дьетерлен прибыли в регион Мопти на юге нынешней республики Мали изучать народ Дагон. Они ожидали найти изолированную деревенскую культуру. Вместо этого они обнаружили общество, живущее в вертикальной скале – Банджагарском уступе. Песчаниковой стене длиной около 150 километров, поднимающейся над равниной до 500 метров в наиболее высоких точках. Дома Дагон встроены в трещины и выступы скалы на разных высотах. Одни у подножия, другие – на карнизах в десятках метров над землей. Народ жил здесь не во временных укрытиях, они жили так постоянно, строя зернохранилища, мечети и ритуальные пространства прямо в скале. Догон пришли на уступ ориентировочно в XIV-XV веках, спасаясь от войн, связанных с исламизацией Сахеля. Скала давала то, что давала Петра и Меса Верде – труднодоступность как защиту. Конная армия на вертикальный уступ не въедет, пехота может, но медленно и по одному. Деревни строились на карнизах и в нишах, где вместо фундамента сама скала. Зернохранилища, по традиции Догон, располагаются выше жилых домов, иногда на десяток метров над уровнем деревни, в нишах, доступных только по деревянным шестам или вырубленным в скале ступеням. Это не декоративный выбор. Подъем усложняет несанкционированный доступ к запасам зерна физически, социально и символически. Но выше домов Дагон, выше их зернохранилищ, выше любых карнизов, доступных без специального снаряжения, есть еще одни постройки. Они называются жилищами Теллем. Теллем – народ, населявший Банджагарский уступ до прихода Дагон, приблизительно в XI-XIV веках. Их жилища и захоронения расположены в нишах скалы на высоте, недоступной без веревок и крючев. Нидерландский антрополог Роже Беда из Лейденского университета в 80-90-х годах XX века провел наиболее полные исследования захоронений Теллем и установил, что они обитали в местах, куда, по его собственным словам, невозможно добраться без современного альпинистского снаряжения. Как Теллем туда поднимались, неизвестно. Несколько гипотез существует. Первая. Скала в то время была более выветренной, с большим количеством природных ступеней, которые впоследствии обвалились. Вторая. Теллем использовали деревянные шесты или веревочные системы, следов которых не сохранилось. Предания Дагон, записанные Гриолем, говорят, что Теллем умели летать. Научного подтверждения это не получило. Убедительного физического объяснения первые две версии тоже. Роже Бедо в своей монографии 1991 года прямо пишет: «Способ, которым Теллем достигали своих жилищ, остается необъясненным». Это не риторика, это признание незнания. Кто такие Теллем – отдельный вопрос. Письменных источников о них нет. Физические останки из захоронений позволили антропологам установить, что это было анатомически современное население, предположительно связанное с народами нынешней Буркина-Фасо. Их язык, социальная структура, религия неизвестны. Захоронения содержали деревянные скульптуры, металлические украшения и образцы текстиля, частично датированного радиоуглеродным методом XI веком. Потом Теллем исчезли. Куда – неизвестно. Дагон утверждают, что на юг. Подтверждений этому нет. Как думаешь, может ли история народа полностью исчезнуть без письменности? Напиши в комментариях.
Банджагарский уступ сейчас внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Деревни Дагон по-прежнему обитаемы. Жилища Теллем по-прежнему находятся выше, пустые, недоступные, с запасами зерна и скульптурами внутри, которые никто не трогал несколько столетий. Над живым народом безмолвный след народа, о котором мы не знаем почти ничего. Банджагарский уступ — это единственное место в мире, где можно одновременно видеть настоящее и смотреть на прошлое, которое нельзя объяснить. Находка 6. Шибам. Небоскребы. Из необожженной глины, простоявшие 500 лет. В 1934 году английская писательница и путешественница Фрея Старк прибыла в долину Хадрамаут на юго-западе Аравийского полуострова. Тогда это был британский протекторат Адом, ныне территория Йемена. Она ожидала найти традиционный арабский оазисный город. Вместо этого она написала в своем дневнике: «Это самый удивительный городской пейзаж, который я видела в жизни». То, что она увидела, сегодня называют самым древним небоскребным городом в мире, хотя сам термин не точен. Шибам — это не небоскребы в современном смысле. Это глиняные башни высотой от 5 до 11 этажей, построенные из необожженного кирпича. Они стоят уже более 500 лет. Шибам существует как поселение с 3 века нашей эры. Нынешняя застройка — результат масштабного восстановления после катастрофического наводнения 1532 года, уничтожившего большую часть прежнего города. Именно тогда сформировалась архитектурная логика, сохранившаяся до сегодня. Каждое здание — башня-крепость одной расширенной семьи. Первый этаж без окон, только с узкой дверью, место для скота и хранения. Второй, третий — склады и мастерские. Выше — жилые помещения. Самые верхние этажи – самые престижные и защищенные. Высота давала преимущество. С крыши видна вся долина, и в случае нападения, а набеги бедуинских племен были регулярны, семья могла обороняться, не выходя наружу. Материал – необожженный глиняный кирпич на основе местной породы и соломы. Это не примитивный выбор. Профессор Альфредо Синеско из Мадридского архитектурного института в исследовании 2008 года описал конструкционные свойства шибамского кирпича как оптимально адаптированные к сейсмически активной и флювиальной среде долины Хадрамаут. Глина обладает пластичностью. При землетрясении башни гнутся, они ломаются резко. При наводнении нижние слои намокают, но конструкция перераспределяет нагрузку через толщину стен, которая в основании некоторых башен достигает около 2 метров. Это не случайная инженерия. Это решение, выработанное за поколение наблюдений за конкретной территорией. Недостаток один, и он абсолютный. Необожженный кирпич растворяется под дождем. Долина Хадрамаут раз в несколько лет переживает катастрофические паводки. Каждый такой паводок разрушает нижние части фасадов. Поэтому шибам не просто стоит, он постоянно ремонтируется. Жители наносят на внешние стены новый слой глиняной штукатурки раз в несколько лет. Если этого не делать, башня начнет разрушаться за 1-2 поколения. Немецкое федеральное агентство по охране культурного наследия совместно с ЮНЕСКО финансировали реставрационную программу с 1982 года. Часть башен к тому моменту находилась в критическом состоянии. Часть разрушилась окончательно во время паводка 2008 года. Около 500 зданий в Шибаме сохранились. Город по-прежнему жилой. В нем проживает около 7000 человек. Крыши используются как общественное пространство. Сушка белья, вечерние разговоры, молитва. Архитектурная логика не изменилась. Первый этаж – хранение, верхние – жизнь. Башни стоят вплотную. Улицы между ними – проходы шириной в 2-3 метра. Это не планировочный недостаток. Узкие улицы дают тень в середине дня, когда температура в долине превышает 40 градусов. Вот факт, который стоит обдумать. Башни из необожженной глины, требующие постоянного ремонта, простояли в сейсмически активной пустынной долине дольше, чем большинство средневековых каменных замков Европы.
Причина не в прочности материала. Причина в системе обслуживания, встроенной в саму культуру. Ремонт башни — это не разовое событие, это ритуал. Город стоит, пока люди в нем живут и помнят, что стены нужно обновлять. Если уйти, он растворится за несколько дождей. Если смотришь этот канал давно, ты знаешь, что мы не используем слово «невероятно». Но именно этот город его заслуживает. Подпишись, если еще нет. Следующий выпуск продолжит эту тему. А мы переходим к последнему и, пожалуй, самому неожиданному пункту. Находка 7. Монсанту. Деревня, которую не строили. Есть деревня в горах Центральной Португалии, где понятие «построить дом» означает не то, что обычно. В деревне Монсанту, название происходит от латинского «mons sanctus» — «святая гора», люди не возводили стены между полом и крышей. Они находили два валуна, стоящих рядом, клали поверх них третий и называли это домом. Не метафорически, буквально. Стены — это бока гранитных валунов. Крыша — плоский камень, уложенный сверху. Пол — скальное основание. Строители здесь — геология. Люди лишь дополняли то, что геология предоставила. Деревня существует как поселение около 2000 лет. Монсанту расположен на гранитном холме высотой около 750 метров в провинции Бейра-Байша. Геология здесь — выходы крупных гранитных валунов, осевших на склоне миллионы лет назад. Размеры некоторых от 3 до 10 метров в диаметре. Они расположены хаотично, перекрывая и поддерживая друг друга. Человек, пришедший сюда строиться, не видел проблему в скале. Он видел готовый строительный материал. Нужна стена? Вот стена. Нужна крыша? Вот плита. Нужен подвал? Вот пространство под наклонным валуном. Дома в Монсанту не похожи друг на друга, потому что каждый определяется конкретной конфигурацией валунов, между которыми он стоит. Поселение здесь зафиксировано как минимум с 1 века нашей эры. В хрониках эпохи романизации Пиренейского полуострова Монсанту упоминается как укрепленный пункт. Возможно, люди жили здесь раньше. Гранитные выходы давали естественную защиту еще до того, как кто-то начал строить между ними дополнительные стены. В XII веке на вершине холма был возведен замок Гуалдима-Пайша. Его развалины вписаны между теми же валунами. Часть стен замка — это сами валуны с достроенными каменными секциями между ними. Строители замка использовали ту же логику, что и строители первых домов внизу. Не борись с ландшафтом, используй его. Особенность, которую фиксируют исследователи — термальная стабильность. Гранит, нагретый за день, отдает тепло ночью. В архивах муниципалитета Идания-Анова хранится запись 17 века о том, что жители Монсанту пережили суровую зиму 1672 года с меньшими потерями, чем соседние открытые деревни. Прямой научно подтвержденной связи нет, но логика ясна. Камень, как термоаккумулятор, это не теория, это физика. Дома, встроенные в массив гранита, теплее зимой и прохладнее летом, чем любая отдельно стоящая каменная постройка сопоставимой толщины. В 1938 году при режиме Салазара Монсанту был провозглашен самой португальской деревней Португалии, победитель конкурса, которому вручили серебряного петуха. Эта история стала частью национального нарратива о старой Португалии. Сейчас в деревне живет около 80 постоянных жителей, против нескольких сотен в середине 20 века. Деревня стареет. Молодежь уходит в города. Дома между валунами остаются. Одни обитаемы, другие нет. Монсанту. Предельный случай принципа, который прослеживается во всех городах этого выпуска. Люди не меняли место под свои нужды. Они меняли свои нужды под место. Не природа уступала человеку, а человек встраивался в природу с точностью, которой не научит никакое учебное заведение. Это требует другого типа знания, не абстрактного, а конкретного, накопленного за поколения наблюдений за тем, как именно ведет себя этот конкретный склон в этот конкретный дождь. Такое знание не записывается, оно передается, пока есть кому передавать.
Когда людей не остается, оно исчезает вместе с ними, как исчезло у Теллем, как, возможно, исчезло у тех, кто строил Меса Верде. 7 городов, 7 разных угроз. Набег, засуха, политическое уничтожение, религиозное преследование, наводнение, пустота равнины. 7 разных ответов. Ущелье, ниша в скале, вершина столба, вулканическая игла, вертикальный уступ, башня из глины, пространство между валунами. Но логика одна. Доступное место – опасное место. Недоступное место – защищенное. Строить там, где строить нельзя, было не безумием и не упрямством. Это был точный ответ людей, которые понимали свою угрозу лучше, чем мы понимаем ее, читая об этом через тысячелетия. Нам привычно думать о прогрессе как о прямой линии. От примитивного к сложному, от меньшего к большему. Но города в этом выпуске показывают другое. Инженеры Сигирии подняли воду на 200 метров без насосов. Набате и Петры собрали воду в пустыне с точностью, которой современные муниципальные службы не всегда достигают. Строители Меса Верде строили пассивную климатическую систему в саму скалу. Жители Шибама создали гибкую конструкцию, выживающую в сейсмически активной зоне за счет свойств глины, а не арматуры. Это не примитивные решения. Это элегантные решения, сделанные без инструментов, которые мы считаем необходимыми. Вопрос не в том, были ли они умнее нас. Вопрос в том, почему мы так долго думали, что они были проще. Прямо сейчас в долине реки Пинис в Греции стоят 6 монастырей на вершинах песчаниковых столбов. В 3 из них живут монахи. Они поднимаются и спускаются по ступеням, прорубленным в 20 веке. Раньше лестниц не было, только веревочная сетка, только с разрешения. Столбы стоят так же, как стояли 1000 лет назад. Монастыри стоят так же. Меняются только люди внутри и инструменты, которыми они пользуются для подъема. Какой из этих 7 городов, на твой взгляд, был построен с наиболее точным расчетом? И почему? Напиши в комментариях. Это не риторический вопрос.